Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Что-то на днях заехал в магазин и увидел в продаже такую вот небольшую рыбку. Называется голец. Рыбка семейства лососевых, не путайте с лососем. И конкретно, что это за голец, я не знаю. Их очень много видов, и голец это просто общее название вида. Нет такой рыбы голец в природе. Как нет в природе рыбы под названием лосось, да? Так, ну это лососевые, и лососевые они все в основном вкусные. Лососевые, потому что есть вот маленький жировой плавничок. И давайте, хочу предложить вам рецепт, попробовать, очень вкусный. Сделаем из них шашлык. Шашлык будем делать в банке, запекать, то есть в духовке. Но когда мы просто в фольге там запекаем, он вареный получается, когда просто в духовке он сухой, а в банке он будет сочный, вкусный и зажаристый. И даже пахнуть дымком, будет вкусно. Смотрите до конца и все увидите. Первым делом надо их разрезать. Вообще, первое, с чего начинается приготовление рыбы, ну, конечно, почистить ее, и потом нужно из нее вытянуть лишнюю влагу. Что, собственно, сейчас и сделаем. Ну, как чистить, я думаю, тут каких-то проблем никого не возникнет. Чешуя у него мелкая, и можно ее не снимать. Хотите снять, снимите, ради бога, не вопрос. Разрезаем. Оп. По брюшку вычищаем. Печеночка. Вкусненькая эта штука. Мы ее оставим для маринада. Кинем туда. Все. Это сейчас почистим. Помоем. Жабры удалим. Потому что голова здесь тоже съедобна. Короче, друзья, сейчас я подготовлю, чтобы всю эту грязь тут не показывать вам. И уже продолжим более конкретно. Итак, друзья, все, рыбку я почистил, помыл, жабры удалил. Видите, розовенькая, как горбушка, горбуша. Но это не лосось. Дальше. Следующим шагом помыл рыба с магазина, лучше мойте. Когда своя рыба, старайтесь ее лучше не мыть, обтирать тряпочками. Но она уже не первой свежести, и, короче, надо мыть. Тут без вариантов. Давайте ее сейчас порежем на кусочки. Порционный хвостик отрежем, удалим. Ну и вот на такие кусочки, чтобы можно было насадить на шпажку, их покромсаем. Видите, из-за того, что неоднократно размораживали, замораживали ее, рыба такая не очень плотная. Но мы это, честно дело, поправим. Сейчас я покажу как. Ну, здесь вот получше маленько, там, видать, хвостик был. Так, кидаем в кастрюльку, емкость какую-то. Ну, все остальное делаем с ней то же самое. Такой шашлык идеально получается на костре, на углях. Но это где-нибудь к 8 марта, наверное, на природу мы выберемся, уже будем что-нибудь готовить на мангале. А пока это можно сделать дома. И будет тоже неплохо и очень вкусно. Так, друзья, видите? После того, как рыбку мы порезали, ну, с магазина она вот жидковатая, что там говорить. Давайте это дело поправим, чтобы она стала поплотнее. И у нас пока, когда мы будем ее готовить, просто тупо не развалилась. Возьмем так вот горсть, ну, наверное, столовую ложку сахара. Именно сахар, не соль, а сахар. Сахар делает рыбу плотной. Не волнуйтесь, сладко не будет, все будет нормально. Мы сейчас просто ее немного подлечим, чтобы она стала поплотнее и не рассыпалась. Так, дальше. Нам нужно взять на такой объем чуть-чуть крупной соли. Соль желательно крупную использовать, так как она гораздо лучше вытягивает влагу, чем мелкая соль. Дело в том, что мелкая соль впитывается в продукт сразу, а крупная лежит на поверхности, и вода пытается ее растворить и начинает активно выходить из продукта. Ну, из рыбы в данном случае. Все, и вот сейчас мы ее... Если бы она была свежая, с речки пойманная, этот шаг можно было пропустить. Но так как рыба с магазина, качество, сами видите, не фонтан. И чтобы из этого сделать что-то приличное, нужно ее вот так вот засолить и оставить хотя бы на час. Как видите, сейчас пока никакой жижи нету. Но чтобы соль и сахар вытянули из нее воду, и рыбка стала поплотнее. Иначе она просто развалится и рассыпется. Все, ждем час. Ну, а я пока займусь вторым видео рецептом. У меня еще есть два гольца покрупнее. И я хочу сделать их провесных. Провесной голец очень вкусная штука. Обычно мы готовим их на рыбалке, но можно и дома. Это, в принципе, реально повторить. И
будет тоже вкусно. Так что, друзья, рекомендую, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, ничего не пропустите. Если любите рыбу, у меня есть что вам рассказать интересненького. Будет интересно. Так, ладно, ждем час. Так, ну что, друзья, все, рыбка подсолилась, воду я слил, маленько получше стало. Ну, не идеально, конечно, но более-менее. Закидываем обратно ее в кастрюльку. Так, теперь делаем маринад. Для маринада я беру луковицу. Режем ее вот так и разбираем на чешуйки. Половинки, наверное, будет достаточно одной. Закидываем все это дело к рыбке. Чтобы это было у нас повкуснее, я возьму кусочек копченой грудинки, холодного копчения. Во-первых, она придаст вкус, а во-вторых, рыбка будет вкусно пахнуть. Шкурку срежем здесь. Смотрите, какая красота. Видео, как делать эту грудинку, есть уже на канале. Порежем такими тоже кусочками ее. Пахнет это все просто обалденно. Так, закидываем. Сейчас совсем забыл то, что делаю. Закидываем его к рыбе. И больше ни соли, ничего не добавляем. Я хочу добавить соус унаги, который я делаю на апельсиновом соке. Смотрите, какая густая вкусная штука. Сладковато-соленоватая. Обалденная вещь. Так. Много его тоже шибко не надо. Для маринада просто сказка. И свежемолотый черный перец. Вот и весь маринад. Очень просто, но поверьте, это будет очень вкусно. Соус унаги, как сделать, видео тоже есть на канале. Поставлю ссылочки вам в комментарии. Заходите, смотрите, делайте. Все просто, вкусно, офигенно вкусно. С мясом, с курицей, с рыбой. И как грудинку только коптить. Все, ну еще на минут 15-20 все это дело оставим подмариноваться, чтобы это чуть-чуть пропиталось. Видите? Жидкости у нас с рыбой мы слили, воду всю лишнюю. Осталось только вот соус вот этот вот. Пусть и чуть-чуть еще постоит, 20 минут буквально будет достаточно. Ну что, продолжим. Я думаю, тут все в порядке уже. Подмариновалось. Давайте начнем как. Ну, можно взять кусочек лука, поэтому мы резали его крупно, видите? Раз. На шпажку. Так, померяем банки. Вот до сюда вот доходит. Шпажка длинновата, но ничего. Длинная, не короткая. Одеваем кусочек. Так, нет, давайте сначала оденем, знаете как? Лук, кусочек сала. Чтобы сало плавилось и стекало на рыбку. Вот так вот сделаем. Кусок рыбы. Давайте опять, наверное, поставим лук. Вот так вот донышком вниз, чтобы жирок никуда у нас не девался, а стекал на лучок. Поставим кусочек сала опять сюда. Так, ну и еще кусок рыбы. Так, вот эти вот, которые части, ну, где брюшко было, вот так вот подворачиваем их. Как бы рулетик, чтобы брюшко поджималось внутрь. Попробуем это делать, все проткнуть. Ну и опять кусочек, давайте, сала копченого, вкусного. И луковицей все это дело зафиксируем. Ну, наверное, можно еще кусочек повешать. Короче, ребят, вы, я думаю, поняли. Сейчас я все шашлычки эти соберу и покажу, что вот такая красивая штучка получается. Палочки замачивать не нужно. Пусть они горят, тогда дымок будет в банке и все это будет пропитываться, это будет вкусно. Итак, друзья, всю рыбку я на шампура нанизал. Все, здесь все готово. Никаких проблем ни у кого не возникнет. Остатки маринада я порезал туда еще свежего луку. Перемешали все это дело. Маринад очень вкусный. Так, берем 3-литровую банку обыкновенную. Выкладываем на дно маринад с луком. Так. Опа. Кинем туда пару лавровых листов и укладываем наш шашлык. Плотненько сейчас все это дело запихаем. Еще один остался, сейчас запихаю. Итак, друзья, все, шашлык уложили в банку. Сильно прям битком не надо, чтобы были просветы, чтобы все это дело вентилировалось. Выльем с тарелки остатки маринада, чтобы не пропадали.
И теперь нужно взять фольгу и просто накрыть банку сверху. Опа. Все, друзья, упаковали. Через эти отверстия будет выходить пар. Вот видите, да. И можно еще даже сделать. Все. Ставим в холодную духовку, в холодную. И включаем температуру 180-200 градусов. И минут на 30-40 забываем про наш шашлык. Сейчас, когда все приготовится, я вам покажу, что получилось. Как видите, все очень просто. Палочки будут там от температуры гореть. Будет дымок. Ну, еще плюс рыба, мясо, сало копченое. Короче, будет ароматно и вкусно. Ну, наверное. Сейчас я все сделаю и покажу, что получилось. Ну что, друзья, все готово. Видите, маленько тут уголюки подварили на шпажке. Все запеклось. Сейчас все достану аккуратненько и покажу, что получилось. В банке все работает. Можно жарить мясо, курицу, рыбу, все что угодно. Тема интересная. И, в принципе, духовку мыть потом не надо. Удобно. Ладно, сейчас достаю и смотрим, что получилось, и пробуем. Ну что, друзья, очередная вкусняшка из рыбы готова. Посыпал я немножко подмаринованным луком. Сладким, с уксусом, с рисовым. И получилась вот такая вот шикарная вещь. Видите? Все запеклось, зарумянилось. Пахнет просто бомбически. Давайте попробуем. Что же это все? Друзья, пахнет реально, как будто приготовлено на углях. Запах дыма есть. Ну, это сало копченое, конечно, дало. Палочки подгорели, но от них толку немного. Смотрите, насколько это сочно. Видите? Друзья, это очень вкусно. Прямо реально очень вкусная штука. Ладно. Буду заканчивать. Это надо кушать горячим. Друзья, ну сами смотрите. Рыбка, грудинка. Шикарная вещь. Как видите, готовится просто. Никаких проблем ни у кого не возникнет. Любая рыба подойдет. Желательно, чтобы она, конечно, была с небольшим количеством костей. Чем меньше костей, тем лучше. Сама кусочками порежьте. Может, какое-то филе купите морской рыбы. Мужики, скоро 8 марта. Берите на вооружение. Ну все, друзья, на этом я заканчиваю это видео. Всем, кому было интересно и полезно, ставьте пальцы вверх. Кому не интересно, не бесполезно, ставьте пальцы вниз. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Ничего нового не пропустите. Будут очень интересные рецепты. Будет вкусно. Ну все, друзья. Всем спасибо, что смотрели до конца. И всем до встречи. И всем пока.